Россия открыто признала атаку на Польшу. НАТО тут же дало свой ответ, и он достаточно резкий. Расскажем о деталях того, что произошло на закрытой встрече. Экстренное заявление польского МИДа, что необходимо сделать в ближайшие 48 часов и что может случиться, если к этому не прислушаться. Ситуация в регионе накаляется. Кто готовил переворот в Румынии и можно ли остановить процесс дестабилизации и предотвратить начало войны? -1 по пропагандистам. Один из самых громких голосов Кремля замолчал, не приходя в сознание. Чистки в Кабмине, сразу несколько министров потеряют свои должности. Что произошло и к чему такая спешка? Об этих и других самых главных событиях вечера пятницы 26 сентября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Трамп бьет по имиджу Кремля. Президент США заявил, что медленная оккупация при массированных ударах по Украине не приближает финал войны, а только добивает репутацию России. Уже 4-й год, по его словам, результат минимальный. За месяц взяли совсем мало, хоть за ночь запускают по Киеву до 900 дронов. Это была цитата. И Дональд Трамп открыто разочарован Путиным. Я наблюдаю за тем, что делает Россия, и мне совершенно не нравится то, что делает президент Путин. Он убивает людей без всякой причины, и у них все идет очень плохо, учитывая, что они поставили на кон все. Их экономика катится в ад. Они бомбят все подряд, но при этом захватывают крайне мало территории, если вообще что-то захватывают. На самом деле они даже теряют территории. Если бы это была наша война, мы бы покончили с ней за 1 неделю. Несколько дней назад, я напомню, Трамп в принципе заявлял о шансах Киева вернуть контроль над своими границами полностью. Похоже, позиция американского президента медленно, но уверенно эволюционирует. Правда, в Кремле уже объяснили, что Дональд Трамп сделал эти заявления под влиянием Владимира Зеленского. Громкий финал для громкого рта. Умер Тигран Кеосаян, один из самых ядовитых рупоров кремлевской пропаганды. Вел шоу «Международная пилорама» на НТВ и годами шлифовал свой цинизм в прайм-тайм. И вот занавес. Его давно обложили санкциями Великобритания, Канада, Австралия, ЕС. В Армении за его выпады регулятор временно приостанавливал лицензию «Спутник Армения». Прямо указывал, что Кеосаян допустил высказывания, унижающие честь и достоинство страны и народа. Ему было мало, он еще и пригрозил Казахстану быть следующим после Украины. Это была цитата. Ответ из Астаны тогда не заставил себя ждать. МИД дал понять, что въезд ему закроют. Эфирная бравада заканчивается быстро, а вот след от ядовитых монологов емко напоминает, к чему приводит телевизор, поставленный на службу войне. Спалились максимально тупо. Российская информационная кампания посыпалась. Как обычно, слабым звеном оказались люди. Москва пытается переписать правила игры. Вторжение в небо НАТО – это якобы ответ на удары по Крыму, заявляет российский дипломат на закрытой встрече с европейцами, о которой пишет Bloomberg. Кремль делает ставку на тезис «без НАТО таких операций не бывает», значит, по их логике, Европа уже в открытой конфронтации с Россией. Но самое главное, что раньше все российские говорящие головы заявляли, что это не они и вообще случайно, а если и не случайно, то это провокация злого Киева. На этой же закрытой встрече звучали предупреждения, но уже со стороны Европы. Она щелкает предохранителем. Еще один пролет собьем. На закрытой встрече в Москве британские, французские и немецкие дипломаты прямо предупредили Кремль: в случае новых нарушений воздушного пространства страны НАТО готовы применить всю силу, включая поражение российских самолетов. Поводом стал заход 3 МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии на минувшей неделе и недавние российские дроны в Польше. По оценке европейцев, полет был не случайностью, а осознанным приказом. Поговорили об этом с политологом, который следит за всеми подобными подковерными процессами. Данный слив Bloomberg следует воспринимать как подкрепление все-таки позиции, более жесткой позиции стран НАТО, но в то же время это демонстрирует то, что данные гибридные способы
воздействие Российской Федерации на Запад абсолютно планомерно, искусственно как раз повышают градус напряжения для того, чтобы именно по дипломатической линии Российская Федерация могла отстаивать свои ультимативные позиции. Но, как мы видим из материала Bloomberg, этого не получилось и близко. И это действительно хороший сигнал того, что Путин, несмотря на то, как он очерчивает красные линии для НАТО, и пытается все дальше и дальше банально наглеть, это не получается у него. Переговорная сцена выглядела показательно нервно. Российская делегация скрупулезно конспектировала каждое слово, и у европейцев сложилось впечатление, что в Москве ждут детальный отчет о позиции Альянса. Прозрачный намек: мы все записали и сделаем выводы. Вопрос только один: что именно Россия готовит под такой протокол? А как думаете вы? Пишите в комментарии, может ли и собирается ли Россия сейчас нападать на НАТО. Ваше мнение очень важно. Напишите его. Варшава включает сирены полякам не ездить в Беларусь, а тем, кто уже там, немедленно выезжать. Посольство в Минске предупреждает о росте напряженности, войне и произвольных задержаниях граждан Польши. Прямо сказано, если безопасность рухнет и границы снова захлопнутся, эвакуация может стать крайне сложной или вообще невозможной. Министерство иностранных дел обращается к гражданам Польши, которые остаются в Республике Беларусь, с призывом немедленно покинуть ее территорию, используя доступные коммерческие и частные средства. 25 сентября движение на границе возобновили после почти двухнедельной паузы из-за учений «Запад-2025». Но власти не скрывают: при ухудшении обстановки проход перекроют вновь. Рисковать и ждать, когда окно закроется, или уходить сейчас? Как думаете, как поступят власти в этой ситуации? И стоит ли прислушиваться к рекомендациям МИД? Пишите в комментарии свои мысли. В России безработица дают реальный бой. Бороться с ней решили, видимо, странным методом. Топ-менеджмент ведущих компаний там просто не увольняют. Тело очередного топа найдено теперь под окнами отеля у Шереметьево. Бывший председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Александр Федотов. Следствие проводит доследственную проверку, решают, заводить ли дело о доведении до самоубийства. Картина последних часов выглядит мрачно-прагматичной. Мэш пишет: Федотов влетел в Волгоград транзитом через Москву, снял номер в Шератон на 3 дня. По предварительной версии, выпал из окна своего номера. Предсмертной записки не нашли, а издание «База» добавляет: не исключают суицид. Имя это в петербургском стройкомплексе звучало громко. В 22-24 годах Федотов возглавлял КРТИ. При нем подписали контракт на строительство Большого Смоленского моста с стоимостью в 40 миллиардов рублей, договоры по реконструкции Цимбалинского путепровода и первому этапу Южной широтной магистрали. В 2024-м ушел по собственному желанию. В 2025-м, может быть, тоже. Но это еще должно подтвердить следствие. Кадровая рокировка в Астане, громкая и с явным подтекстом. Такаев снимает зампремьера, главу МИД, и тут же переводит его в помощники президента по международным инвестициям и торговле. Руль внешней политики отдал Ермеку Каширбаеву, недавнему вице-премьеру, экс-послу в России и бывшему главе Восточно-Казахстанской области. Интрига не растворилась. 4 сентября медиа писали о якобы задержании экс-главы МИД после саммита ШОС. Власти это не подтвердили. Сам он уверял, что был на работе, и в итоге мягкая посадка, но не в тюрьму, а в должности, и новый хозяин в МИДе. Курс на Москву теперь курирует человек, который отлично знает ее коридоры. Вопрос напрашивается сам: это просто обновление команды или перезагрузка внешней линии Казахстана перед сложным годом, перед сложным сезоном? Как думаете? Пишите в комментарии, что это такое. Смертельный магазинчик на дому в Сланцах. 19 человек не пережили суррогат. По данным государственных медиа, воспитательница детсада сбывала спирт на дому, а развозил товар ее знакомый. Оба задержаны. В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, соблюдению прав и законных интересов граждан. По результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.
Возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Следователи устанавливают личности всех жертв. Дешевый суррогат снова обернулся похоронной статистикой. Вопрос только в том, как многие годы этот бизнес жил в тени и кто закроет эту дыру не только протоколами, но и делами. Огненный кошмар под Смоленском. Фура влетела в грузовой состав, и поезд разнесло. С рельс сошли 18 вагонов, 16 легли на бок и вспыхнули. Горят 12 цистерн с бензином и 4 вагона с пиломатериалами. Идеальный коктейль для ада на путях. Водитель грузовика погиб, следком уже возбудил дело. Пожарный поезд работает на месте, участок между Рудней и Голынками остановлен, утренние электрички Смоленск-Заольша и Заольша-Смоленск отменены, федеральная трасса Р-120 перекрыта, на главном ходу между Белоруссией и Россией пассажирские составы идут в штатном режиме, но запах гари сегодня у дороги будет тот еще. Дубай, наручники и вторая революция. Громкое дело рвется наружу. В Объединенных Арабских Эмиратах задержан Горацио Потра, которого румынская прокуратура называет лидером наемников, готовивших силовой переворот в интересах кандидатов в президенты Келина Джорджеску. По версии следствия, боевики с африканским опытом должны были привести к власти фаворита. И все это расписано в 327-страничном обвинительном заключении. Контекст тоже не из тихих. Джорджеску неожиданно выиграл первый тур в ноябре 2024 года, но перед второй стадией Конституционный суд аннулировал выборы, сославшись на российское вмешательство. В материалах встречи и переписки заговорщиков с Джорджеску в декабре, плюс активное онлайн-продвижение его кампании при участии денег из России. Обвинения предъявлены еще 20 фигурантам. Сам Джорджеску все отрицает, называет дело пустой болтовней и сравнивает себя с Трампом. Интрига простая и довольно прямая. Это будет показательное расследование с международным следом или громкий политический пузырь, который лопнет в зале суда. Ваше мнение, как всегда, жду в комментариях. Нам оно очень нужно. Тихий десант дронщиков из Китая в Россию и не ради экскурсии. По документам и данным двух европейских чиновников, китайские специалисты с прошлого года более полдюжины раз прилетали на Ижевский завод «Купол» госоружейника под западными санкциями. Там они собирали ударные и разведывательные БПЛА, обучали персонал и гнали полеты на полигоне Чебаркуль в конце 2024 года. Параллельно в Ижевске шли сборки и перенастройки беспилотников. Поставки шли через санкционный российский посредник, компанию «Вектор». Из Сычуани приходили одноразовые ударники, а затем партия уже обработанных с помехозащитой на сумму свыше 5 миллионов юаней во втором квартале 2025 года. Связки расползались дальше. Через китайскую компанию «Купол» тестировал дрон нового типа. В отчетах визиты китайских инженеров, адаптация нового китайского бортового компьютера и двигателя под дрон «Гарпия». Последующие письма фиксируют серийные недельные командировки смешанных групп в 2024-2025 годах для работ по системам управления. А в третьем квартале 2025 уже и про новый аппарат GA-21, который европейские источники считают вариацией на тему иранского «Шахед-107». На фоне этого Киев говорит, что по фронту ежемесячно применяют около 500 «Гарпий», а независимые аналитики констатируют, китайские компоненты стали ключевыми в российских беспилотниках. Поговорили об участии Китая в войне с экспертом, украинским политологом Игорем Чаленко. Мы же понимаем, что на самом деле Китай пытается выжать по максимуму от ситуации, в которой сейчас находится Российская Федерация. И поэтому, да, очевидно, что есть тут и опыт, обмен опытом непосредственно на промышленно-экспертном уровне, и то, что касается непосредственно сотрудничества со сферой ВПК, продукцией там, двойного назначения. Мы же видели, например, недавно, когда в одном из дронов Гербера со снятой камеры было скачано видео, расшифровано видео, первое, которое записывалось на эту камеру непосредственно с завода в Китае.
Официальный Пекин делает вид, что он ни при чем, заявляет, что не знает о кооперации, летального ничего не поставляет и строго контролирует товары двойного назначения. Верим им или нет? Пишите в комментариях. Кремль, Минобороны и Купол молчат, факт остается фактом, санкции на бумаге, а в цехах новые китайские платы, двигатели и помехозащищенные одноразовые самолеты. Вопрос только в следующем шаге – расширение линейки или переход на собственные клоны под китайские мозги. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.